итоги, естественно, то, что произошло с недвижимостью целой провинции Пафос в течение одного года. Итак, друзья, перед вами традиционно карта, где отображена провинция Пафос, города, муниципалитеты, и период сравнения у нас будет январь 2026 год с январем 2025 года. Смотрим новое жилье, друзья, сразу же обращаю внимание ваше на внизу экселевские данные в таблице. Новое жилье. В январе 2026 года это 2421 евро. Сравнивая с январем 2025 года, когда стоимость была 2433 евро, мы видим, друзья, что в целом за год недвижимость новая подешевела на 0,48%. То есть на полпроцента это немного, но все равно это, в общем-то, нетипично для кипрского рынка. Покажу и расскажу, почему нетипично. И что бросается в глаза, наибольше всего в муниципалитете Пафос за год подешевела недвижимость новая на 1,31%. Также подешевело новое жилье в муниципалитете Пея, видим, минус 0,15%. А вот в муниципалитете Гераскипу мы видим незначительный рост стоимости недвижимости, то есть плюс 0,20%. Давайте посмотрим, что произошло со старым жильем. Также период сравнения январь 2026 год с январем 2025 года. Видим, что в 2026 году в январе это 2174 евро, что, в общем-то, показало нам в годовом измерении снижение, показываю указкой, на 1,06%. То есть старое жилье, друзья, дешевеет больше, за год получилось, что больше подешевело. И если, давайте посмотрим, где наибольше всего подешевело старое жилье, это муниципалитет Пея, минус 1,61%. Дальше на втором месте видим муниципалитет Пафос, минус 1,39%. Муниципалитет показал снижение Полис всего лишь 1,35%. Ну, и замыкает муниципалитет Гераскипу. За год здесь, в общем-то, практически ничего не произошло. Ну, на уровне статистической, так сказать, погрешности минус 0,08%. Индекс в целом, друзья, по провинции, это, напомню вам, индекс недвижимости. Давайте расскажу более подробно о нем. Ну, во-первых, вот вы видите здесь минус по старому жилью, минус 0, точнее 0, отрицательный индекс 0,989. Что такое индекс недвижимости? Индекс недвижимости – это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости квадратного метра недвижимости во времени. Он считается просто, если у вас есть статистические данные. На примере показываю. 2174, это средняя по провинции стоимость квадратного метра, делим на 2197, получаем снижение, друзья, недвижимости за год, минус 1,06%. Или же индекс отрицательный, еще раз повторюсь, 0,989. Немного саморекламы, друзья. На протяжении многих лет в Украине я и компания Alim Consulting готовим индексы рынка недвижимости для крупных украинских национальных банков, также иностранных банков, которые работают на территории Украины. И я знаю очень хорошо, кто смотрит меня, то есть фокус-группа людей, это люди, которые работают в банках, это, это управление по рискам или по риск-менеджменту. Данные специалисты по крупицам собирают информацию, которую я сейчас показываю на примере жилой недвижимости. То есть данные категория специалистов очень хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени, естественно. А я один из немногих, кто в Украине и на острове Кипр, ну так получилось, друзья. Знаю, как меняется стоимость недвижимости также во времени. Причем это демонстрирую вам только всего лишь на жилой недвижимости. У нас оцифровано все, то есть и жилая недвижимость, и домовладение, и земельные участки разного целевого назначения, в общем, и коммерческая недвижимость в том числе.
Поэтому, друзья, вот эта наша синергия знаний, вы знаете, еще раз повторюсь, как меняется стоимость денег во времени, а я знаю, как меняется стоимость недвижимости во времени, поможет, в общем-то, и помогает вам в вашем сложном, прямо так назовем, бизнесе. Ну и помогает мне заниматься наукой, компания Lim Consulting дальше, в общем-то, развиваться. Найти меня несложно. Можете в описании канала есть Viber телефончик. Это Viber телефон на Украину. Мы можем созвониться, списаться по Кипру. Есть кипрский телефон, тоже Viber. И, собственно говоря, кто заинтересован, напишите или позвоните, составим техническое задание, и вы будете раз в квартал получать исследования, где будете видеть, что происходит с недвижимостью, под которую ваше финансовое учреждение выдало определенные финансовые ресурсы. Итак, друзья, подвели итог, и давайте, почему я говорил, что ведет себя недвижимость в данном случае целой провинции, нетипично для южной части острова Кипр. Давайте вот посмотрим основные макроэкономические показатели. Это прошедшего 2025 года, но они актуальны, так как январь месяц и сейчас. Начнем с инфляции. Инфляция 2%, но в феврале месяце, друзья, еще нет, но Евростат опубликует. Я думаю, что будет на уровне 2025, вернее, 2024 года. Видите, тут 2,6, по-моему. Я думаю, такая же инфляция будет. И была, точнее, в 2025 году. Напомню вам, что такое инфляция, друзья. Есть закон стоимости, который гласит о следующем, что экономика работает сбалансированно, когда количество денег, выпущенных, это и фиатные деньги, которые в обращении на руках, и агрегат М0, М1, М2 и так далее, то есть совокупность всех денег, которые участвуют в экономических процессах, равна выпущенным товарам и услугам, друзья. Недвижимость, напомню вам, является товаром. Так вот, чем больше денег напечатано или выпущено, и они не обеспечены выпущенными товарами и услугами, включаются, друзья, вот эти самые инфляционные процессы, которые, видите, да, здесь у нас 2%, но это предполагаемые были в 2005 году, в 2025 году. То есть деньги ваши обесценились на 2%, и, соответственно, за обесцененные деньги вы все меньше можете купить товаров и услуг, в том числе недвижимость. Недвижимость является традиционно, друзья, некой тихой гаванью, ну, как гласит молва, риэлторы об этом говорят, продавцы. Также компании-застройщики говорят, что инвестировать в недвижимость выгодно, ваши деньги не обесцениваются. Так вот, друзья, хочу вам сказать, что при даже 2% инфляции и снижения в городе Пафосе новое жилье, показываю указкой, минус 1,31%, говорит, что, друзья, добавьте вот эту инфляцию, еще снижение, то ваша недвижимость почти на 3% подешевела. Это очень плохо. Это очень плохо с точки зрения инвестиций в недвижимость. То есть ваши деньги, которые лежали бы просто мертвым грузом там где-то на полке, в шкафчике, да, они обесценились. Все равно и недвижимость, в которую вы вложили, деньги эти также обесценилась. То есть проще было бы эти деньги все-таки положить на депозит в любое отделение банка кипрского, и тогда, по крайней мере, вы не увидели этих обесцененных денег, да. Но это единственная провинция, кстати, друзья. Почему нетипично ведет? Потому что я уже предполагал, что 2023-2024 год был бум стоимости или роста стоимости именно в провинции Пафос. Все говорили, что самая недооцененная, правильно так, да, провинции, в том числе города, поэтому там стоимость росла достаточно серьезно. Сейчас рынок скорректировал, я предполагаю, ту самую стоимость. Итак, друзья, в общем-то, показал вам, почему стоимость снизилась, и это нетипично. Попробовал очень просто объяснить. А теперь пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью острова Кипр, вам необходимо, друзья, что? Правильно, подписаться на мой канал. Вы также должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Olymp Consulting
готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом или же как минимум картой в каменных джунглях рынка недвижимости острова Кипр. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.